Сильвия Хант, миллионерша и бывшая чемпионка по шахматам в молодости, принимала гостей в своем загородном особняке в Вирджинии. В ее круге друзей она славилась острым умом, холодной иронией и уверенностью, что в этой жизни ее невозможно удивить. Она любила устраивать интеллектуальные вечера, где блистала в спорах и побеждала за шахматной доской. В тот вечер она была особенно игрива. Среди гостей оказалась ее новая горничная, молодая женщина по имени Грейс, только недавно нанятая из агентства. Грейс была тиха, вежлива и почти не поднимала глаз, но привлекала внимание тем, как внимательно наблюдала за всем, что происходило вокруг. Ее сын, Джейден, сидел в углу, скромно листая книгу. Ему было всего 10 лет. Сильвия заметила это и, слегка посмеиваясь, бросила в зал. «А что, если я сыграю партию с молодым шахматистом?» Глядя на Джейдена, она добавила, ради шутки. Гости засмеялись, думая, что это просто очередной каприз хозяйки. Мальчик встал, немного смущенно подошел к доске. Его движения были аккуратными, будто он прикасался к чему-то очень важному. Сильвия сделала первый ход, лениво. Она была уверена, что через 5 минут игра закончится. Но Джейден тут же ответил, быстро, точно, уверенно. Через несколько ходов на ее лице исчезло высокомерие. Она стала играть серьезно. Он отвечал четко, просчитывая комбинации на несколько шагов вперед. Комната постепенно стихла. Гости начали переглядываться. Через 20 минут Сильвия допустила первую ошибку. Через 30 – вторую. На 40-й минуте Джейден поставил ей шах. Потом еще один. И вскоре – мат. Она сидела в тишине, глядя на доску, будто перед ней лежала разгадка чего-то, чего она не хотела признавать. Все ждали ее реакции. Но Сильвия лишь подняла глаза и впервые внимательно посмотрела на Джейдена. Он был не просто сын горничной. Он был умнее большинства ее знакомых, умнее ее самой. С тех пор она больше не шутила за шахматной доской, а через неделю отправила письмо в частную академию, приложив к нему рекомендательное письмо и первый чек на обучение Джейдена. Шутка обернулась шансом, а игра – началом новой судьбы. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.